Привет, друзья! Мы с вами продолжаем ремонт прачечной в рамках предпродажной подготовки моего дома. В прошлом выпуске мы полностью освободили прачечную перед ремонтом. Пришлось разобрать старые полки, вынести накопившийся хлам, отключить стиральную и сушильную машину и буквально начать все с чистого листа. Стоило убрать все лишнее, как стали заметны проблемы, которые раньше скрывались за шкафами и полками. Именно с ними нам и предстоит разобраться сегодня. Ну а теперь мы приступим к замене гипсокартона и ремонту этих лаг. Ну что, Спайк, погнали? После демонтажа стало понятно, что часть досок действительно придется менять. Поэтому пришлось вырезать нижнюю часть гипсокартона по всему периметру, чтобы получить доступ ко всем проблемным местам. Ну а когда с демонтажом было закончено, можно было наконец убрать весь мусор и подготовить помещение к дальнейшей работе. Намного проще двигаться дальше, когда под ногами ничего не мешает. Заодно я решил заменить лампочку на более яркую. Не знаю, замечали ли вы или нет, но в американских домах очень часто экономят на освещении. Лично мне всегда хочется больше света, особенно когда работаешь с мелкими деталями. Ну а перед следующим этапом я решил тщательно отмыть полы. Делать это нужно именно сейчас, пока стены еще открыты и помещение можно нормально просушить. Я также планирую покрасить полы, и поэтому я использую специальный дегризер, тот же самый, который был в предыдущей серии про патио. Пока сохнут полы, мы с вами сгоняем в Home Depot, купим влагостойкий гипсокартон и прочие материалы по списку покупок от Gemini. Одно из ключевых условий для этого списка было минимальная цена и использовать все, что у меня уже есть. И мы посмотрим с вами, что из этого получится, смогу ли я с этим списком сделать ремонт или нет. Кроме материалов для ремонта, мне понадобится еще пару вещей. Осушитель воздуха, чтобы праймер и краска быстрее сохли в нашей теннессийской влажности, и ударная дрель, потому что лаги я буду крепить прямо к бетонному полу. Так, ну а теперь в первую очередь мне нужно поставить дверь на место, чтобы можно было спокойно включить дехумидифайер, осушитель воздуха, и затем начнем уже закрывать вот эти вот проемы, ставить новый гипсокартон. Чтобы дверь наконец начала нормально открываться, я решил заменить петли. Мне казалось, что со временем они просто провисли, и именно из-за этого дверь начала цепляться за бетонный пол. Но тут меня ждал уже знакомый сюрприз. Шурупы оказались намертво закрашены. К счастью, после прошлого опыта я уже знал, что делать, и с помощью экстрактора справился с ними гораздо быстрее. После этого я установил новые петли и немного подпилил дверь снизу. Казалось, проблема решена, но все оказалось не так просто. Так, ну все. Легко открывается до самого конца. Даже отбойник придется ставить. Ага. Что за... Ну, наверное, из-за того, что вот это шатается, ее, может быть, клонит как-то. Посмотрим, как это будет, когда я закончу с фиксацией. Сейчас она... Но все равно лучше, чем был, потому что раньше я не мог ее открыть до туда. Теперь можно установить осушитель. А теперь пришло время настроить осушитель и как следует просушить помещение. Влажность стенности летом бывает довольно высокой, поэтому я решил не рисковать и создать нормальные условия для грунтовки и покраски. Ну а пока осушитель делает свою работу, время заняться каркасом. Для этого я нарезал новые лаги и стойки, чтобы заменить сгнившие элементы и заодно немного усилить существующую конструкцию. Для соединения деталей я решил использовать так называемые карманные отверстия Pocket Holes. Сначала специальным кондуктором сверлится направляющее отверстие под нужным углом и на нужную глубину, а затем через них детали стягиваются саморезами. Получается аккуратное прочное соединение без лишнего крепежа снаружи. Эта стойка, конечно, выглядит не лучшим образом, но менять ее я не стал. Вместо этого решил усилить конструкцию дополнительными стойками. Правда, возникла небольшая проблема.
Из-за нее новая лага не хотела вставать на место, поэтому пришлось немного подпилить стойку, чтобы все состыковалось. Перед установкой лаги я также положил гидроизоляцию. Да, древесина здесь уже рассчитана на работу во влажных условиях, но дополнительная защита лишней не будет. Для сборки я использовал карманные соединения. Специальные отверстия позволяют стянуть детали саморезами под углом, получая аккуратное и прочное соединение. Дальше оставалось закрепить лаги к бетонному полу, но тут выяснилось, что я немного не угадал с глубиной отверстий. Пришлось все разбирать, досверливать бетон и собирать заново. Что тут скажешь? Накосячил, исправляй. Не умеешь работать головой, придется работать руками. Кстати, эту ударную дрель я купил примерно за $100 специально для этого проекта. И, честно говоря, впечатление она оставила не самые лучшие. В режиме ударного сверления она издавала такие звуки, будто вот-вот развалится прямо у меня в руках. Каждый раз казалось, что это отверстие станет для нее последним. Надеюсь, она все-таки дотянет до конца проекта. Как видите, с другой стороны ситуация оказалась ничуть не лучше. Древесина здесь тоже капитально прогнила. Поэтому тщательно убираем все поврежденное, даем этому месту как следует просохнуть, ну а дальше устанавливаем вторую лагу. После предыдущей попытки мы уже научены опытом, поэтому на этот раз сначала засверливаем все в бетон, а уже потом собираем и крепим всю конструкцию. Так оказалось гораздо быстрее и проще. Очень здорово, что мне также удалось найти свой промышленный степлер, и я закрепил гидроизоляцию с помощью него. Это оказалось гораздо удобнее, чем использовать струбцины. Ну а теперь пришло время устанавливать новый гипсокартон. Если честно, сначала я думал резать его мультитулом, но Gemini подсказала более простой способ. Обычный острый канцелярский нож. В теории все звучало отлично, на практике получилось не совсем так. Нож оказался недостаточно острым, и край с зеленой чистовой стороны местами получился рваным и не очень аккуратным. Скорее всего, нужно было перевернуть лист и резать чистовую сторону вверх, чтобы все сколы и заусенцы оставались на обратной стороне. Впрочем, для первого раза получилось вполне. Переходим к следующему листу гипсокартона. Тут я уже на опыте и сразу перевернул лист правильной стороной, чтобы получить более аккуратный рез. Тем временем погода начала портиться. Судя по прогнозу, собирался дождь. Несмотря на то, что гипсокартон здесь влагостойкий, мочить его лишний раз мне совсем не хотелось, поэтому все укрываем. Ну а в этом месте повреждения оказались намного больше, чем я ожидал, поэтому пришлось вырезать участок побольше. Если честно, работать с гипсокартоном мне не очень понравилось. Особенно вся эта возня с мелкими вырезами и подгонкой. Этот гипсокартон нам больше не нужен. Мы закончились. После установки гипсокартона пришло время заняться швами и подготовить стены к покраске. Для армирования стыков я решил использовать серпянку. Здесь совет от Gemini оказался действительно полезным. Для новичка она намного проще в работе. Наклеил, поправил, если нужно, и можно двигаться дальше. Если вам интересно наблюдать, как я учусь ремонту на собственных ошибках, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Так вы не пропустите продолжение, а я пойму, что страдаю с этим ремонтом не зря. А вот со шпаклевкой все пошло не так гладко. Когда я составлял план ремонта, то попросил Gemini помочь сэкономить там, где это возможно. В итоге мне посоветовали небольшую банку готовой шпаклевки, и на тот момент это казалось отличной идеей. Ровно до того момента, пока не выяснилось, что ее катастрофически не хватает. Так что мне пришлось снова ехать в Home Depot и покупать уже нормальный мешок шпаклевки для замешивания. Для заделки швов и отверстий я использую шпаклевку, которая затвердевает не просто за счет высыхания,
а благодаря химической реакции. Именно поэтому на мешке указано число 45. Это означает, что после замешивания у меня есть примерно 45 минут на работу, до тех пор, пока она не затвердеет. По этой причине готовить ее нужно небольшими порциями. Если замешать слишком много, она просто начнет твердеть прямо в ведре. Разводим водой до консистенции густой сметаны, и можно приступать к работе. Заодно я решил не экономить на инструментах и взял шпатели побольше. И вот тут работа сразу пошла гораздо приятнее. Кстати, неожиданно для самого себя я понял, что шпаклевать мне действительно нравится. Не знаю почему, но в этом процессе есть что-то очень медитативное. Еще одной очень удачной рекомендацией Gemini оказался угловой шпатель. С ним углы получаются заметно ровнее и аккуратнее. Особенно если опыта у вас примерно столько же, сколько было у меня в начале этого проекта. После нескольких проходов стены наконец-то стали приобретать нормальный вид. Осталось все тщательно отшлифовать и подготовить к покраске. После того, как шпаклевка высохла, пришло время шлифовки. Для этого я использую эксцентриковую шлифовальную машинку, подключенную к пылесосу. По задумке, такая система должна сразу собирать большую часть пыли и делать работу гораздо чище. Но, как видите, что-то явно пошло не по плану. Пыли здесь столько, что возникает ощущение, будто пылесоса вообще нет. Перед покраской заклеим малярной лентой все лишнее. Работа, конечно, довольно скучная, но гораздо проще потратить несколько минут сейчас, чем потом оттирать краску там, где ее быть не должно. Ну а теперь настало время грунтовки. Честно говоря, это один из самых приятных этапов любого ремонта. До этого помещение выглядит как набор отдельных заплаток, швов и следов от шпателя. А после грунта все начинает выглядеть как единое целое. Сначала кисточкой прокрашиваем все углы и труднодоступные места. Валиком туда нормально не подлезть, поэтому без этого этапа качественной покраски не получится. Что может быть приятнее, чем грунтовка валиком? Наверное, только покраска. Заливаем ее в лоток, собираем валик на длинной штанге и начинаем с потолка, постепенно переходя на стены. Именно на этом этапе комната начинает заметно преображаться. Буквально несколько минут работы, и помещение уже выглядит совсем по-другому. Ну а этот трюк я подсмотрел в каком-то ролике в интернете и решил проверить на практике. Оказывается, остатки краски из валика можно выдавить обычным шпателем с специальным вырезом. Пока сохнет грунтовка, мы подготовим пол к покраске. Сначала убираем все следы ремонта, капли краски и прочие последствия нескольких недель работы в этом помещении. Ну а после этого будем переходить к самому интересному этапу – травление бетона. Если говорить совсем просто, то специальный состав немного воздействует на поверхность и помогает будущей краске гораздо лучше держаться. Выглядит это довольно эффектно, состав начинает пениться и активно реагировать с бетоном, поэтому становится сразу понятно, что процесс пошел. Правда, есть один нюанс. Химия здесь используется совсем не шуточная. И если вам кажется хорошей идеей работать с ней в шортах, то могу сказать по собственному опыту. Идея так себе. К счастью, кроме небольшого химического ожога, никаких серьезных последствий не было. Теперь остается дождаться завершения реакции, тщательно все промыть и дать подсохнуть в течение 24 часов. Ремонт прачечной внес небольшие коррективы в наш быт. Стиральная машина уже работает, а вот сушилка пока остается без дела. Для ее подключения нужна специальная розетка на 2 фазы, к которой пока нет доступа. Так что временно возвращаемся на несколько десятилетий назад. Веревка, прищепки и естественная сушка белья.
Так что в этом ремонте пригодились не только умные технологии и советы искусственного интеллекта, но и проверенные временем решения. Грунтовке потребовалось лишь парочку часов для того, чтобы подсохнуть, и теперь мы начинаем самый приятный этап – покраска стен. Сперва хорошенько перемешиваем краску и переливаем ее в лоток. Мне, кстати, очень понравилось решение с крышкой этой банки. Здесь есть специальный носик-воронка, который позволяет аккуратно наливать краску без подтеков по стенкам банки. Казалось бы, мелочь, но после нескольких переливов начинаешь ценить такие детали. Как и в прошлом случае с грунтовкой, сперва тщательно прокрашиваем углы и труднодоступные места, а потом переходим к основной площади. Уже после первого слоя стены выглядят намного лучше, но было понятно, что для хорошего результата понадобится второй. Чтобы не тратить время на постоянную мойку инструмента между слоями, мы просто упаковываем валик и кисти в пленку и даем им спокойно дождаться следующего этапа. Gemini подсказал интересный прием. Первые мазки наносить буквой V, а уже потом распределять краску по поверхности. По идее, это помогает равномернее раскатывать краску по стене и избегать заметных переходов. Ну а после второго слоя прачечная преобразилась окончательно. Наверное, именно за такие моменты я и люблю ремонт. Несколько дней назад здесь были вскрытые стены, строительная пыль и гнилые доски. А теперь это совершенно другая комната. Итак, друзья, вот нанесли второй слой, получается очень неплохо. Хотел сегодня приступить к покраске полов, но вылезла одна проблема. Пол, по идее, должен быть шершавый, как наждачная бумага, как вот здесь вот. Или как вот этот, вообще еще лучше. А у меня достаточно плоский получился. Так что средство не сработало. Итак, для этой проблемы есть три возможных решения. Первое решение — использовать вот такой диск, чтобы все это почистить. Этот диск стоит $5 за штучку. И, в принципе, судя по тому, что мне сказал ChatGPT, он может справиться. Второе возможное решение — это использование соляной кислоты. Вот это вот галлон соляной кислоты разбавляешь, заливаешь, и она типа сильнее может помочь. Ну и третье решение, которое я бы не хотел использовать — использование алмазного диска для шлифовки бетона. Стоит $60, поэтому я бы постарался его вернуть. Я бы хотел его вернуть, а не тратить $60, чтобы подготовить пол вот в этой комнатушке. Попробуем сейчас сначала с диском. Вот с этим посмотрим, как идет. Получается, если хорошо, продолжаем. Нет, тогда, ну я не знаю, пробуем химозу. Хотя ее опять-таки не хотелось бы применять, поскольку я хочу сегодня закрасить полы. А если мы применим химозу, то нам придется ждать еще 24 часа как минимум для того, чтобы нанести краску, чтобы бетон высох. А сделать этого я не смогу, так как 3 дня ближайших я буду в командировке, и меня не будет дома. Соответственно, красить будет некому, только если моя жена согласится помочь. Но это мы сейчас посмотрим, потребуется или нет. Вдруг вот эта вот фигня справится. Погнали! На этот раз я решил подойти к делу чуть-чуть серьезнее и надел респиратор. Бетонная пыль штука неприятная, так что лучше лишний раз тебя защитить. После шлифовки я проверил поверхность, но особой разницы не увидел. Бетон по-прежнему оставался довольно гладким, поэтому пришлось переходить к плану Б. После неудачи со шлифовкой пришлось доставать соляную кислоту. А это уже не то средство, с которым хочется работать в шортах, и в смысле, да ладно, и так сойдет. Поэтому в этот раз я все-таки надел штаны, резиновые перчатки, ботинки и решил проявить немного здравого смысла. При этом респиратор здесь не потребовался. Эта кислота содержит специальные добавки и выделяет значительно меньше паров при реакции с бетоном,
чем обычная соляная кислота. Ну, по крайней мере, именно так утверждает производитель. Дальше все довольно просто. Даем кислоте поработать примерно 15 минут, чтобы она как следует вступила в реакцию с бетоном. Ну а после этого тщательно промываем поверхность водой и собираем всю жидкость с помощью пылесоса для влажной уборки. Теперь бетону нужно дать около суток на полное высыхание перед нанесением краски. Ну а меня ждет командировка. Пока я был в командировке, моя жена взяла часть работы на себя и покрасила пол. Честно говоря, это очень сильно помогло. Производитель рекомендует дать покрытию спокойно набрать прочность в течение 5-7 дней. Ходить по нему можно раньше, но лишний раз тревожить свежую краску не хотелось. Поэтому к моему возвращению пол уже успел хорошо высохнуть, и мы не потеряли целую неделю на ожидание. Ну а теперь наступает самый ответственный момент всего проекта. Очень скоро станет понятно, не зря ли я возился с подготовкой бетона, шлифовкой, травлением кислотой. Схватится ли краска как положено, или через какое-то время начнет отслаиваться кусками? Ответ на этот вопрос мы узнаем уже в следующей серии. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Для большого канала это мелочь, а для начинающего автора огромная помощь. Спасибо за просмотр и увидимся в продолжении.